В лесах провинции Юньнань вновь раздался рев, которого не слышали почти полвека. Это был не просто звук, это был крик памяти. Отголосок дикой силы, которая когда-то владела этими горами. Камеры ночного видения зафиксировали едва различимый силуэт, скользящий меж деревьев. Полосатая тень мелькнула между бамбуковыми зарослями, оставив после себя эхо и трепет. Тигр, которого считали вымершим, вернулся. Но он вернулся другим. Он прошел путь длиной в 1000 километров, преодолел границы материков и границы инстинктов, чтобы снова стать тем, кем его создала природа. Это история о возвращении исчезнувшего хищника, о дерзком биологическом эксперименте, который изменил саму суть охраны дикой природы. Это рассказ о том, как Китай не только спас исчезающий вид, но и воскресил его в буквальном смысле. Последний раз дикий северокитайский тигр был замечен в горах провинции Гуанси в 1986 году. Тогда одинокий охотник по имени Тун Ши услышал далекий рев в рассветном тумане. Он остановился, замер, вслушиваясь. Это был ритуальный рев, который некогда сотрясал долины каждый день, а теперь прозвучал в последний раз. Ни он, ни кто-либо другой тогда не осознавали, что стали свидетелями конца, последнего эхом отозвавшегося следа некогда великого охотника. Последующие годы не принесли ни одного подтвержденного наблюдения. Фотоловушки молчали. Следопыты уставились в пустоту. Жители говорили только о призраках и воспоминаниях. Северокитайский тигр стал легендой, исчезнувшей тенью, живущей в пожухлых снимках и рассказах стариков у костра. Но он был не просто подвидом, он был прародителем. Генетический анализ, проведенный в начале 2000-х годов, показал, именно этот подвид стал основой всех азиатских тигров. Его ДНК несла древнейшие гены, которые связывали современность с эпохой, когда тигры бродили от Кореи до Бирмы. Он был связующим звеном между прошлым и будущим тигриного рода. Китайцы называли этих хищников лесными императорами. И это было не поэтическое преувеличение. Эти тигры тысячелетиями контролировали лесные и горные экосистемы юга Китая, формируя пищевые цепи, сдерживая численность копытных и создавая баланс. Но к 90-м годам XX века этот баланс рухнул. Быстрая индустриализация, начавшаяся после 1950-х, привела к потере 80% ареала тигров. Их добыча — олени, кабаны — была выловлена, а сами тигры стали жертвами суеверий. Их кости, когти и органы продавались как лекарство, как талисман, как амулет. Черный рынок процветал. Каждый тигр стоил как автомобиль. Браконьеры охотились профессионально и жестоко. К 1990 году северокитайский тигр был официально признан функционально вымершим. Это означает, что даже если где-то остались отдельные особи, их слишком мало, чтобы возродить популяцию. Но в зоопарках страны еще оставались около 50 особей. Потомки 6 диких тигров, пойманных в 1950-х и 60-х годах. Их геном хранил разнообразие, но в то же время неумолимо страдал от инбридинга. Эти тигры жили в неволе по 3-4 поколения. Они не знали, что такое охота, что такое территория, что такое страх. Они не рычали, мяукали. Они не прятались, ждали еду в миске. Их поведение напоминало домашних кошек, заключенных в тело крупного хищника. Когда биологи попытались выпустить их в огороженные природные территории, стало ясно — они потеряли инстинкты. Они боялись дождя, пугались ветра, прятались от летучих мышей и даже не понимали, как реагировать на живую добычу. Тогда, в 2001 году, было принято решение, которое многие в научном сообществе называли безумием.
Китай запустил проект «Тигр Возрождения». Его цель была проста и невозможна одновременно — превратить полностью одомашненного тигра обратно в дикого охотника, восстановить хищника из зоопаркового животного. Но где обучать тигров охоте, если в Китае почти не осталось дикой добычи, а угрозы браконьеров по-прежнему реальны? Ответ оказался неожиданным. Южная Африка. Континент, где хищники правят саванной, где полно антилоп, бородавочников и зебр. В 2004 году китайские тигры прибыли в Восточный Кейп. Это не были туристические звери для сафари. Это были ученики. Китай арендовал 300 квадратных километров саванны, установил ограждения, поставил камеры, ввел ветеринарный контроль. Все было готово для того, чтобы тигры начали учиться заново. Первые студенты — молодой самец Ло Синь и юная самка Фэй Яо. Им едва исполнилось 1,5 года. Возраст, когда в дикой природе мать начинает учить охоте. За ними последовали Марко и Лана. Имена, выбранные для того, чтобы привлечь внимание прессы. СМИ радостно подхватили сюжет. Тигр Марко учится быть убийцей в Африке. Но первое время результаты были обескураживающими. Ло Синь пытался напасть на антилопу и получил сильный удар копытом в челюсть. Его морда опухла, зубы шатались. Фэй Яо боялась даже подходить к добыче. При виде бородавочника она забиралась на дерево и мяукала в сторону егерей. Лана кружила за газелями по 40 минут и выдыхалась, так и не поняв, как нанести удар. Марко попытался напасть на зебру, но едва не погиб от удара задними ногами. У ученых начали сдавать нервы. Неужели инстинкты исчезли? Неужели хищник больше не может быть хищником? Но через полгода камеры засняли момент, изменивший все. Марко, затаившись в тени у водопоя, наблюдал за молодой импалой. Он не спешил. Он дышал медленно. Он ждал. Его тело напряглось, мышцы вибрировали от сосредоточенности, и в нужный момент — прыжок. Один удар челюстей, и импала упала без звука. Это было не просто убийство, это было возвращение инстинкта. Это был момент, когда природа пробудилась. Лана оказалась еще более блестящей ученицей. Она начала разрабатывать стратегии охоты, которых не встречали ни у львов, ни у леопардов. Она загоняла стада в болотистые участки, использовала кустарник, выбирала сумеречное время суток. Она интуитивно чувствовала, где и когда нужно появиться. Вскоре она стала лучшим охотником всей группы. В 2008 году у пары Лана и Марко родились первые тигрята — Фухэ и Яо-Джи. Эти детеныши впервые с 1970-х родились не в клетке, а в естественных условиях. Их мать учила их выслеживать, нападать, чувствовать слабость добычи. Они играли с костями, ели сырое мясо, обнюхивали кровь. К 6 месяцам уже участвовали в охоте. Через поколение инстинкты полностью восстановились. Но Африка была лишь тренировочной базой. К 2018 году в горах провинции Юньнань завершилось строительство первого тигриного заповедника на 15 тысяч гектаров. Территория была полностью ограждена, воссоздана экосистема. Завезены дикие кабаны, косули, олени. Специалисты высадили десятки тысяч деревьев, расчистили ручьи, построили укрытия. И в 2020 году 4 тигра — Юйчжэн, Болин, Цинь-Мэй и Шаолинь — прибыли из Африки. Перелет длился 22 часа. Самолет Ил-76 был оборудован медицинскими модулями, климат-контролем и камерами. Ветеринары следили за дыханием и пульсом. Все было готово. Когда боксы открылись, Юйчжэн первым вышел. Он принюхивался к родной земле, ощупывал ее лапами. Его глаза сияли.
Остальные вышли следом. Осторожно, без паники. Они исчезли в зарослях, растворившись в ландшафте, как будто никогда и не покидали этих мест. 3 дня не было новостей. Камеры не фиксировали движения. Но на 4-й день Юй Чжэн нашел скрытый родник, не отмеченный на карте. Он проследовал вдоль возвышенности, улавливая признаки подземной воды. Его никто этому не учил. Это была память генов. Через неделю Шао Линь совершила идеальную охоту на кабана. Она атаковала с наветренной стороны, выбрала место в зарослях, атаковала точно в шею. Камеры зафиксировали безукоризненную технику. А еще через месяц в пещере на склоне она родила 2 тигрят. Без вмешательства людей, без инструкций, без наблюдений. Природа взяла свое. К 2022 году в заповеднике жили 12 тигров. Они изменили всю экосистему. Кабаны стали осторожнее. Урожаи фермеров за пределами заповедника больше не страдали. Косули сменили миграции. Леса начали восстанавливаться. Птицы-стервятники, ястребы вернулись. Равновесие вернулось. Китай начал создание 3 независимых популяций. 2-й заповедник появился в провинции Гуйчжоу, на родине последних диких тигров. 3-й — в Сычуане, недалеко от национального парка Панд. Ученые надеялись, что присутствие тигров изменит поведение и этих животных, заставит их адаптироваться, расширить рацион, повысить активность. Каждый тигр получил генетический паспорт. Искусственный интеллект анализировал ДНК, поведение, голос, ритуалы, предпочтения. Подбирались пары, рассчитывались риски инбридинга, отслеживалась родословная. Камеры распознавали тигров по узору полос, дроны патрулировали границы. Все было под контролем, но без вмешательства в дикую жизнь. К 2024 году численность превысила 40 особей. Проект получил признание ООН и Международного союза охраны природы. Китай стал мировым лидером в восстановлении вымерших видов. Его методы перенимают Индия, Россия, Вьетнам. Цель — к 2050 году создать устойчивую популяцию в 500 особей, способную жить вне заборов в восстановленных лесах. А пока в горах Юньнаня снова звучит рев. Это больше, чем звук. Это обещание. Это доказательство того, что если нация объединяется вокруг одной цели, невозможное становится возможным. Тигр вернулся. Не в зоопарк, а домой. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.